Аудиоплеер с процессором Qualcomm Snapdragon 660, ЦАПом ES9038Q2M X2 с 3,5 мм выходом и двумя балансными на 2,5 мм и 4,4 мм, стильным дизайном, алюминиевой рамкой, 5-дюймовым IPS-экраном, декодированием DSD 256 и 384 кГц на 32 бита PCM в режиме USB ЦАП DCD 512 и 32 бита на 468 кГц. Плюс имеется технология декодирования MQA, и это только небольшая часть того, о чем нам заявляет сам производитель в рекламе к аудиоплееру под названием FIA M11S. Очередная мечта аудиофила. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Условия просты. Подписывайтесь на канал с колоколом, оставляйте любой осмысленный комментарий под любым из роликов больше 5 слов. В комментарии указывайте свое имя в телеге или в описании своего канала. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Приходить на стримы не обязательно. Еще Poco F6 Pro разыгрывается, к слову, на канале, и стабильно что-нибудь параллельно еще идет. Недавно баллы я разыгрывал в телеге на Али. Перейдем непосредственно к плееру. Данная модель поставляется в коробке с названием, характеристиками и изображениями на коробке у данной модели. Выглядит упаковка хорошо, упаковка надежная. В комплекте у нас сам плеер с наклеенным защитным стеклом, силиконовым неплохим чехлом, далее есть краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Габариты устройства 126 на 74 на 18,7 мм, а вес 271 грамм без чехла. Поставляется данная модель в единственной черной расцветке, во всяком случае я встретил только ее. Внешне аудиоплеер выглядит довольно интересно, но не практично, так как тыльная часть выполнена из стекла с глянцевым покрытием, которое очень маркое. Да, и алюминиевая рамка с матовым покрытием тоже маркая. Конечно же, аудиоплеер лучше использовать в чехле. Качество материалов и сборка отличная, эргономика аудиоплеера я бы не сказал, что отличная, так как при своих 271 грамме не особо комфортно он лежит в руке из-за прямых граней. Если брать в руки Shanlink M8, у которого закругленные края, то он более удобный. Опять же, каждому свое. Далее, первое, что для меня было непривычно, так это расположение кнопок. На левом торце находится кнопка питания, качели регулировки громкости в карбоновом стиле, шкала громкости от 0 до 120, а также многофункциональная программируемая клавиша для быстрого доступа к выбранной команде в настройках. На правом торце находятся 3 кнопки для переключения треков и плей-паузы. Далее на корпусе можно заметить разъем USB Type-C версии 3.0, место под microSD до 2 терабайт. Динамика и микрофона нет, к сожалению, да и вибромотора тоже, разумеется, нет. Данная модель оснащена IPS-экраном с диагональю в 5 дюймов, разрешением в 1280 на 320 пикселей и плотностью пикселей в 295 ppi. По яркости экран выдает на 100% 350 люксов, чего мало, я ожидал около 4,5 люксов или 500 люксов. Но в целом больших проблем в использовании аудиоплеера на улице в солнечную погоду я не обнаружил. Операционная система Android 10 с настройкой под аудиоплеер и обходом ограничений CRC во всем мире. Есть 5 режимов работы Android: музыкальный режим с плеером FIA Music, режим USB ЦАПа, режим Bluetooth приема и AirPlay. В стоке предустановлены такие приложения, как FIA Music, FIA Cast, FIA Run, режим сна, FIA Store, а также эквалайзер, о котором я слегка позже расскажу. Благодаря данной ОС звук идет в обход микшера операционной системы. Обновление лично мне прилетело сразу после подключения к сети. Работает система без особых проблем. Play Market на борту, можно устанавливать различные соцсети, YouTube, игры, стриминговые сервисы для прослушивания музыки и подобное. Процессор Qualcomm Snapdragon 660 с техпроцессом 14 нанометров с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,2 ГГц. Графический процессор Adreno 512, оперативная память LPDDR4X на 3 ГБ, а внутренняя на 32 ГБ. ЦАП установлен ES9038Q2M X2. Усиление Texas Instruments OPA 1612 и OPA 1642 в качестве LPF и специализированный OPA 926 для усиления напряжения. ЦАП использует ESS 32-битной архитектуры HyperStream 2 и таймер Domain Joiner Eliminator с динамическим диапазоном до 128 дБ с показателем THD плюс N 120 дБ. M11S может декодировать DSD 256 и 384 кГц на 32 бита PCM, а в режиме USB ЦАПа поддерживает DCD 512 и 32 бита на 768 кГц нативное декодирование, а также поддерживается декодирование MQA. По выходам мы имеем, как я уже говорил, USB-C, он может быть использован для зарядки, передачи данных, а также как USB DSC. Далее есть 3,5 мм выход POLO линейный SPDIF и 2 балансных на 2,5 мм и
4,4 мм. Полные характеристики каждого выхода вы можете наблюдать на экране. Выход COAX поддерживает выход сигнала 384 кГц на 32 бита на DCD-128 и может быть использован для подключения к внешним ЦАПам. Выходная мощность баланса максимум 670 мВт, а не баланса 200 мВт. По связи имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi на 2,4 ГГц и 5 ГГц. Bluetooth чип установлен в версии 5.0 WCN3990. Из Bluetooth кодеков имеется LDAC, LHDC, AAC, SBC, aptX и aptX HD. Что касается звучания, в стоке есть профессиональный параметрический эквалайзер PEQ, а также 10-полосный эквалайзер с полосами от 31,5 Гц до 16 кГц. В основном приложении FIA Music есть большое количество различных настроек и технологий для улучшения опыта использования данной модели во время прослушивания музыки. Данная модель хорошо справляется с большим количеством различных IEM наушников, громкости с запасом, звучание без лишнего окраса и довольно натуральное. Середина проработана хорошо и слышна в достатке. Высокие реализованы приятно без лишнего акцента. Басы мощные, и их достаточно, учитывая общую картину довольно четкого и универсального звучания, которое подойдет для большинства пользователей. Если говорить о всей линейке M от FIO, то, как по мне, это самая актуальная модель по соотношению цены и возможностям. При Bluetooth соединении качество связи отличное, да и в режиме USB DAC M11S работает хорошо, но отмечу, что для этого необходимо установить драйвера. Ну и помним, что по Bluetooth, по большому счету, у вас от смарта будет то же самое. Плеер для этого не нужен. Плеер нужен для проводных наушников. Емкость аккумулятора 5300 мАч. В PC-марке аудиоплеер выдал 8 часов 58 минут. В целом результат неплохой, но я ожидал около 9 или 10 часов. M11S поддерживает протоколы быстрой зарядки Quick Charge версии 4.0 и Power Delivery версии 2.0. Данная модель по моим тестам заряжается от адаптера питания до 33 Вт от 0 до сотки за 2 часа 40 минут, что не быстро. Время автономной работы составило 14 часов 30 минут. При прослушивании музыки в формате FLAC использую проводные наушники через выход мини-джек на 3,5 мм на громкости около 50-60% со средним уровнем усиления. Их тут, к слову, 3 уровня. Перейдем к синтетическим тестам. В Antutu он выдает довольно неплохие 142 тысячи попугаев, и Storage тест показывает скромные 8698 баллов. Минусы, как по мне, некомфортная эргономика, неудобно размещенные кнопки, карбоновые качели регулировки громкости, хотелось бы что-то более минималистичное. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. На плееры вообще очень часто бывают скидки, потому что специфическая штуковина. Напишите, вы вообще интересуетесь подобным или нет, или мне это дело закрыть и больше не покупать плееры, чтобы вам рассказывать. Резюмирую, плеер FIA M11S отличный выбор для аудиоплеера с обширным набором аудиопортов, отличной производительностью, которой достаточно для повседневного использования, многофункциональной кнопкой, великолепными характеристиками в плане воспроизведения музыки, хорошим звучанием и удобной операционной системой с множеством функций и настроек. От меня девайсу однозначное да, подписывайтесь на канал с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.